Тесто тонкое, фарш поджарился, он остался сочным. Жареное тесто, краешки, все вместе. Это очень вкусно. И к тому же смотрите, как интересно смотрится. Как же у нас вкусно пахнет! Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Как и обещала, сегодня пельмени без лепки. В миску просеиваю 300 граммов муки. Сереж, ты мне там свистнешь? Оп-оп-оп. Отлично. Весы больше не нужны. Есть такое дело. 150 миллилитров горячей воды. Добавляю пол чайной ложки соли и размешиваю, чтобы растворилось. Вливаю в муку и начинаю замешивать тесто. И также сюда добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла. Все. Месим. Мука заваривается, тесто получится эластичным и с ним приятно будет работать. Яйцо я не добавляю. Перехожу на стол и хорошо его вымешиваю. Все, когда тесто стало мягким, эластичным, не липнущим к рукам, выкладываю его в пакет и даю обязательно отдохнуть. А мы займемся фаршем. Будет тоже кое-что интересное. У меня есть 400 граммов говяжьего фарша. Хочу добавить немножко куриного филе. Я его просто измельчу в блендере. Перекладываю куриный фарш в миску. И сейчас, друзья мои, буду добавлять. У меня будет зеленый лук. Конечно, можно просто репчатый. Беру небольшую морковь, натираю на мелкой терке, на самой мелкой. Добавим сочности и полезности. Я думаю, так будет достаточно. И хочу добавить немного сельдерея. Тоже его натру на терку. Все это добавляю в фарш. Из специй я хочу добавить немножко сушеного чеснока. Можно, конечно же, свежего, но у нас нету. Красная сладкая паприка, у меня немножко прикопченная. Куркума. Черный молотый перец. Это по-любому. Да, острые ощущения. И для вкуса соевый соус. Не любите, можете не добавлять. Я добавлю сегодня. Бережем руки. Фарш я хорошо перемешиваю, ничего не отбиваю. Он должен получиться таким густым. Все, пахнет вкусно, на вид ярко, красиво. Тоже дадим ему постоять немножко, минут 10, чтобы подмариновался. И продолжим. Мне самое интересно, друзья мои, что же получится из этого. Тесто отлежалось, можно продолжать. Ой, оно стало намного мягче. Отрезаем кусочек. Совсем немного муки. И раскатываем в тонкий пласт. Так, в комментариях меня учили катать круг. Ну, как всегда, квадрат. Ну, видно, я плохая ученица, да. У меня почему-то всегда или квадрат, или прямоугольник. Из-за того, что тесто заварное, оно прекрасно катается, оно не липнет. С ним приятно работать. Вот такое вот тоненькое. Все, заготовочка готова. Берем стакан, вот такой вот пальчик, и вырезаем кружочки. Все, кружочки пусть отдыхают. А мы сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть нагреется. Берем наш фарш и крутим вот такие вот фрикадельки. Небольшие. И на сковороду. На расстоянии друг от дружки. Пока мы это делаем, уже с одной стороны фрикадельки подрумяниваются. И это очень хорошо. Ждем пару минут. Я еще немножко кружочки подкатаю. Тесто получается тоненькое, прям как папиросная бумага. Вот такое вот. И сверху накрываю тестом наши митболы. Немножко прижимаю, укрываю их одеялом. Ой, как вкусно пахнет, уже вкусно пахнет. Когда все шарики укрыли, добавляем воду, где-то 80-100 мл. И плотно накрываем крышкой. И так оставляем на 5-7 минут. Ждем. Пахнет уже очень вкусно. И на вид прикольно.
А я пока нарежу для украшения зеленый лук. Обалденно пахнет. Прошло 7 минут. Открываем крышку. Опа! Смотрим. Тесто стало прозрачным, значит, оно приготовилось. И хочу же показать вам, что у нас там внизу. Как думаете, это вкусно? А вы будьте уверены. Выключаю нагрев. Вся жидкость у меня выпарилась. Это и хорошо. По желанию можно немножко полить соевым соусом для пикантности. Немножко. Оп. И украсить зеленым луком. И будет просто песня. Все. Этот цветочек можно вот так вот. Понимаешь, да? Ну да, Посмотри, какая красота, Сереж. Как ты думаешь, это вкусно? конечно вкусно. И этот цветочек сюда. Ну, это просто нечто. А со сметаной, мне кажется, будет вообще песня. Вот так вот берем. Это так вкусно. Друзья, рекомендую. Попробуйте хотя бы маленькую порцию. Уверена, будете повторять. Тесто тонкое, фарш поджарился, он остался сочным. Жареное тесто, краешки, все вместе. Это очень вкусно. И к тому же смотрите, как интересно смотрится. Класс. За идею ставим лайк, друзья мои, автору этого рецепта. Не могу остановиться. Во. Всем мирного неба, счастья, здоровья, благополучия, и чтобы в жизни было все прекрасно. Сережа, это очень вкусно.